Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Я похудела уже на 39 килограмм. Сразу отвечаю на ваш вопрос, это произошло за 2 года. И в своих видео я делюсь личным опытом и, конечно же, делюсь рецептами. Потому что один из важнейших вопросов, что съесть, чтобы похудеть. И сегодня я с вами поделюсь простым, но гениальным блюдом, которое любит вся наша семья, в том числе и за простоту, и за то, что ингредиенты самые доступные и недорогие. Вы знаете, что я пробовал много диет, в том числе и гречневую, поэтому гречку я не ем практически совсем. Но такую гречку я обожаю, и сегодня с вами поделюсь своим рецептом. Итак, что нам понадобится? Конечно, гречка. Гречка у меня уже в кастрюльке. Вот так она ароматно шкварчит. Я варю до состояния практически каши. Мне нравится именно так, не люблю сухую гречку. Поэтому я наливаю водички побольше и, конечно, солю после закипания. О гречке мы позаботились. Теперь один из лучших компонентов, ингредиентов, просто продуктов для здоровья, для кошелька и для снижения веса. Это самая обычная белокочанная капуста. У меня капуста молодая. И мы с вами сейчас ее пожарим. Пожарим очень вкусно, быстро, а потом смешаем ее с гречкой и получим восхитительное блюдо, которое можно есть на обед тем, кто постится, веганам, потому что в гречке достаточно большое количество белка, хоть и растительного, или просто как замечательный гарнир, как я и делаю. Ну что, приступим? Все очень быстро. Еще нам понадобится минимум ингредиентов. Где капуста, там, конечно, другие овощи. Мне нравится добавлять, естественно, самый обычный репчатый лук и сладкий перчик. И, конечно, для меня всегда тушеная капуста – это укроп. Обожаю это сочетание. Вы, по вашему желанию, можете добавить морковку, томаты, либо томатный соус, но я буду делать практически а-ля натурель. Шинковать капусту я буду на своей новой терке Бернер, которую я немного побаиваюсь, потому что у нее очень острые ножи, но это позволит нам нашинковать капусту очень однородно и быстро. А лук и перчик я буду просто нарезать. Итак, начинаем. Капусту я нарубила на вот такие брусочки. Теперь я закрепляю такой кусочек в держателе и начинаю ее шинковать. Получается очень быстро. Еще очень важно, что на данном этапе я сейчас буду эту капусту складывать в миску, потому что для того, чтобы она была быстрой и вкусной, как я люблю, нам надо сделать еще кое-что. Итак, капусту мы с помощью терки нашинковали, все мои пальцы со мной, это замечательно. Теперь главный секрет. Мы поступим с капустой так же, как с зеленью, потому что капуста должна быть сочной и готовиться быстро. Поэтому сейчас я ее присолю. Соли не нужно много, потому что соль нам нужна не для того, чтобы посолить, а она выступает как абразивный материал, поможет проще нам и быстрее растереть капусту. Прямо в миске присаливаем капусту и теперь смачно пожамкаем ее. Так наша капуста хрустящая будет готовиться быстрее, будет сочнее. Это как раз то, что нам нужно. Потому что я не люблю долгие рецепты и не люблю готовить капусту долго. Так готовить капусту меня научила бабушка. И, конечно, спасибо ей большое за это. Массаж нашей капустки мы провели. Размяли ее хорошенько. Вот такая она сочная. И готовы отправляться на сковородку. Огонь я уже включила средний. Еще хочу сделать замечание, что если по каким-то причинам вы ограничиваете употребление соли, то, конечно, вы можете просто размять капусту без добавления соли. Масла на такое количество я добавлю пару столовых ложек. Раз и два. В разогретую сковороду постепенно отправляю нашу капусту. И она у нас, видите, благодаря тому, что она такая сочная, и отправляется уже на разогретую сковородку, сразу начинает поджариваться. Это как раз то, что нам нужно. Теперь масло у меня уже не брызнет, и я могу просто ее все туда отправить. Пока капуста у нас поджаривается, я это делаю без крышки, а нам нужно нарезать лук. Лук я нарезаю не крупно, мелко можно сказать. Вот так вот на 4 части и самым обычным кубиком. Лук я сразу же отправляю к капусте, даже пока не перемешиваю, и нарубаю перчик. Перец я нарубаю тоже достаточно мелко. Ну, естественно, это все на мой вкус. И, конечно, повторюсь, что вы можете добавить какие-то дополнительные овощи, которые нравятся вам. Мне нравится именно такое сочетание. Ах, уже запахло просто какими-то бабушкиными пирожками. Запах капусты уже пошел. Теперь я добавляю туда сладкий перчик. И теперь можно уже немного капусту перемешать. Еще, как выяснилось, не поджарилась. Сейчас я прибавлю немножечко газ. Сейчас, пока капустка поджаривается, я подготовлю укроп, который тоже буду использовать. Прямо отправлять ее в капусту. Мне очень нравится капуста тушеная именно с укропом. И нарезаем укроп, пока капуста у нас обжаривается. Итак, прошло около 5 минут.
Я жарила на среднем огне капусту. Капуста уже наша зарумянилась. Она уже достаточно мягкая благодаря тому, что мы ее подготовили. Теперь я всыпаю укроп, потому что я обожаю не просто свежий укроп в капусте, а чтобы аромат капусты и укропа смешался, и укропчик немного тоже протушился. Сейчас я убавляю газ, перемешиваю. И как раз мы уже будем нашу капусту доводить до готовности. В нашу красивую ароматную капустку я добавляю 250 мл воды. Теперь я солю, перчу по вкусу. Вы, конечно, тоже делаете все на ваш вкус. Перчу я побольше, потому что капусту с гречкой едим только мы с мужем. Дети у нас такое блюдо пока, к сожалению, не едят. Теперь я оставляю капусту под крышкой протушиться где-то на 10 минут. Она уже будет готова, и мы с вами добавим туда гречку, и вы увидите, как это красиво. А когда вы приготовите и попробуете, поймете, что вы просто не знали, как правильно есть гречку. Наступил момент, когда полезная гречка соединится с не менее вкусной и полезной капустой. Я просто открываю крышки, сразу отвечаю заодно на вопрос, как питаются дети. Часть гречки, естественно, мы смешаем с капустой, а часть гречки пойдет детям на гарнир и на кашу с молоком, потому что старшая дочь обожает просто гречку с молоком. У нее вообще замечательные полезные привычки есть кашу с самого детства. 3 таких черпака я добавила. Естественно, вы количество гречки регулируете под себя. 250 мл воды мы уже добавляли. Теперь у меня килограмм капусты, гречки произвольное количество, это по вкусу. Теперь я добавляю еще 100 мл воды, для того, чтобы гречка с капустой у нас теперь смешались. Перемешиваю и тушу все это еще 5 минут. Солить уже я не буду, потому что на мой вкус все отлично по соли и по перцу. Вы, естественно, уже тоже смотрите по своему вкусу. Вот такая быстрая, простая и недорогая вкуснота и красота у нас получилась. Я всем рекомендую приготовить гречку с капустой, потому что это очень вкусно, очень полезно, ароматно. Как всегда, жду ваших комментариев. Расскажите, готовите ли вы гречку с капустой, потому что когда я в дневнике питания просто показала, что я так ем, поступило очень много вопросов и просьб снять рецепт, и мы, конечно же, это сделали. Поэтому жду ваши комментарии, конечно же, кто попробует, жду обязательно отзывы. Оценить нашу работу очень просто. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень важно для нас, и нам, конечно, будет очень приятно, потому что мы очень стараемся для того, чтобы снимать красивые и вкусные видео. И не забывайте подписываться на канал. Я приглашаю вас в наше классное и позитивное сообщество. И, конечно, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Мы для вас снимаем каждый день. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра. Ну и, конечно, такой простой и гениальной гречки с капустой.